Ловушка в Ченнел-Марш. Крепость Мейса была взята, но сам Мейс снова ускользнул от нас. Клетка оказалась в наших руках, а птица уже улетела. Однако Мартин Хьюитт, как вскоре выяснилось, уже имел свой план. Возвращение шифра Адмиралтейства было сильным ударом и достойным завершением важного дела. Но для Хьюитта это было лишь временной остановкой в долгой погоне за Мейсом. Даже захват странного помещения за Барбиканом не означал конца. Как только я немного оправился после борьбы и захваченное место на скорую руку обыскали, преследование возобновилось без малейшей задержки. Именно тогда началось последнее приключение, в котором Красный треугольник и его темные замыслы подошли к своему концу, хотя, по правде говоря, оно едва не стало концом и для самого Хьюитта. Я не описывал логово возле Барбикана во всех подробностях, но уже говорил, что контора, стоявшая прямо на открытой улице, соединялась со скрытыми помещениями позади только легкой приставной лестницей. Позднее выяснилось, что эти задние помещения снимались отдельно, и именно там, за путаницей дворов, проходов и конюшенного двора, были заметны главные следы настоящей жизни Мейса. Коридор, где мое запястье было приковано к стене, и комната или скорее подвал, где держали инспектора Пламера, были единственными нижними помещениями, явно приспособленными для удержания пленников. Исключение составлял еще один очень низкий, совершенно темный подвал, куда вела скрытая дверь и крутая кирпичная лестница, такая узкая, что спускаться по ней приходилось почти боком. Оттуда тянуло слабым, затхлым и мертвым запахом, но на меня это место подействовало ужасом и отвращением куда сильнее, чем мог бы объяснить один только запах. И тогда, и позднее, когда я осматривал его уже спокойнее, у меня оставалось чувство, что этот черный погреб был не просто подвалом, а ямой, созданной для дел, о которых лучше не знать. Никакой истории этого места мы так и не раскрыли. Быть может, это было лишь воображение, хотя такое же чувство испытывали и другие. Но я до сих пор не избавился от убеждения, что там совершались преступления, о которых никто уже никогда не расскажет. В верхних помещениях нашлось 2 или 3 комнаты с бедной обстановкой. Одна служила спальней, другая была больше, с длинным столом, диваном и несколькими стульями. В одной из маленьких комнат обнаружили печь, ковши и тигли для плавки металлов, золота или серебра. И там же стоял стол с ящиками, которые потом дали полиции куда больше, чем случайные улики. В этих ящиках нашли бумаги, письма и формулы, и все это слишком ясно показывало, как именно Мейс использовал свою дружбу с мистером Джейкобом Мейсоном. Там были заметки почти обо всем, чем наука, особенно химия, могла помогать преступлению, от тонких способов подделки и обработки веществ до таких вещей, что сами по себе наводили холод на душу. Но большую часть этих находок разобрали уже позднее, а в тот самый вечер нас снова поставила на след Мейса совсем другая вещь, найденная в отдельной конторе, выходившей на улицу. Это была чековая книжка, почти нетронутая, полная чистых чеков. И в тот миг эта простая банковская книжка показалась мне почти живой уликой, холодной, молчаливой и опасной. Мы еще не знали, ведет ли она к спасению следа или к новой ловушке, но все понимали одно – Мейс бежал не как побежденный человек, а как зверь, который еще мог обернуться и ударить. Эта чековая книжка лежала в ящике ниже того, где мы нашли шифр Адмиралтейства. Банк указан здесь, как видите, Восточный Объединенный, отделение Ваперхоллауэй. Теперь мы должны ехать туда немедленно, не дожидаясь дальнейшего обыска. Возможно, здесь найдется более важная улика, а возможно и нет, но пока мы будем ее искать, мы потеряем время. А вот эта книжка может привести нас к нему сразу. Вы хотите сказать, что у него может быть какой-то адрес в Холлауэе, и мы сможем получить его через банк? Есть и такая возможность, но есть и другая. Ему пришлось бежать без предупреждения и без подготовки, в той самой одежде, в которой он вырвался, и почти наверняка с очень небольшой суммой денег. Деньги понадобятся ему немедленно, а ждать утра он не захочет. Если он получит их сейчас, это даст ему по меньшей мере 13 или 14 часов преимущества. Кроме того, он прекрасно понимает, что это место обыщут, что чековую книжку скоро найдут и что за банком начнут наблюдать. Вот что он сделает, а может быть уже делает в эту самую минуту. Он поднимет с постели управляющего отделением и попробует обналичить чек сегодня ночью. Не думаю, что это ему удастся, но если не удастся, он попытается договориться, чтобы деньги отправили ему другим способом. Так или иначе, мы должны быть у отделения Восточного Объединенного банка в Ваперхоллауэй так быстро,
как только нас довезет Кэб. На этом все было решено. Хьюитт и Пламмер уехали немедленно, оставив людей Пламмера и городскую полицию сторожить захваченное логово и продолжать расспросы по соседству. Мистер Виктор Пейтраль, человек глубоко и страшно обиженный Мейсом, тоже хотел ехать вместе с Хьюиттом и Пламмером, но Хьюитт мягко отговорил его. Я догадался почему. Он опасался, что поспешный поступок этого измученного человека может сорвать весь план, ведь Пейтраль имел слишком много причин забыть об осторожности. Однако Пейтраль подчинился довольно спокойно и вскоре тоже ушел, сказав, что у него есть дело, которое займет день или два, а когда оно будет закончено, он снова встретится с нами. Что касается меня, я задержался лишь настолько, чтобы убедиться, что полиция не нашла в ближайших улицах никаких следов направления, в котором бежал Мейс. Помочь им было почти нечем, Мейс исчез без шляпы, а его одежда после нашей борьбы наверняка выглядела беспорядочно, но одежду он мог поправить прямо на бегу в одном из темных проходов. О человеке без шляпы никто ничего не сообщил, и вскоре я отправился в свою редакцию, чувствуя, как запястье становится все жестче и больнее с каждым шагом. После такого дня, полного усталости, боли и возбуждения, я без сожаления договорился, чтобы мое ночное дежурство взял другой сотрудник, а сам лег спать на несколько часов раньше обычного. Так как в тот вечер я лег непривычно рано, утром я проснулся соответственно раньше обычного, но даже это не помогло мне опередить Хьюитта. Он уже стоял у меня на пороге, и прежде чем я успел как следует приняться за завтрак, и одного его появления было достаточно, чтобы сон окончательно слетел с меня. Я почти не дал ему войти и спросил с нетерпением, которое не сумел скрыть. «Ну что, Хьюитт, скажите скорее, вы наконец взяли его или он снова успел исчезнуть?» Пока нет, но он сделал именно то, чего я ожидал. Мы с Пламмером подняли с постели управляющего банком. Он живет прямо над отделением Ваперхолауэй. Человек оказался вполне приличный, хотя для своей должности, пожалуй, немного молод. Естественно, он был удивлен, а может быть даже раздражен тем, что после закрытия банка его беспокоят один за другим какие-то люди. Я показал ему чековую книжку и спросил, принадлежит ли она кому-нибудь из его клиентов. Он взял книжку, посмотрел номера и сразу сказал, что помнит ее, потому что это была первая книжка новой серии, выданная позавчера новому клиенту. Потом он, разумеется, спросил, где мы ее нашли. Я ответил, что мы очень хотели бы увидеть этого клиента, и спросил, был ли он в банке этим вечером. Управляющий немного удивился, но ответил без особого колебания. Да, этот человек был у него меньше часа назад. Тогда я спросил, хотел ли он снять деньги, но на это управляющий, конечно, отвечать уже не пожелал. Пришлось вмешаться Пламмеру и объяснить, что дело полицейское, а сам он детектив-инспектор, и после этого разговор пошел заметно легче. Управляющий сообщил нам, что наш человек открыл счет в этом банке всего 2 дня назад, и мне хотелось бы, чтобы ты угадал, под каким именем. Неужели под именем Маята, после всей этой погони? Нет, не Маят. В этот раз он выбрал имя куда более неожиданное. Тогда Каттертон Хант, после всего, что произошло, это было бы похоже на его наглость. И не Каттертон Хант. Он открыл счет на имя Мейса. Что, он действительно открыл счет под своим настоящим именем, после всех этих масок и обманов? Именно под своим настоящим, первоначальным именем, если верить Пейтралю. Похоже, что счет был переведен из другого банка, и у меня есть мысль, что мы еще обнаружим, как он перебрасывал деньги из банка в банк всякий раз, когда безопасность этого требовала. При этом для главного счета он, кажется, продолжал использовать настоящее имя. Помнишь, когда после убийства Мейсона полиция обыскала Калтон-Лодж, мы так и не нашли следов банковского счета. Вполне возможно, что для отдельных замыслов у него в разное время существовали небольшие текущие счета под другими именами, но основной счет все время оставался на его подлинное имя. А это, как видишь, еще раз подтверждает рассказ Пейтраля. Итак, счет был открыт на имя Мейса, а чековая книжка, которую мы нашли прошлой ночью, была выдана именно этому человеку. Больше отделение Ваперхолауэй своего клиента не видело до вчерашнего вечера, когда уже далеко после закрытия он подъехал к банку в Кэбы. Вот как, значит, в Кэбы, а люди, которых оставили у логова, ничего о нем не смогли узнать. Да,
Это мы выяснили еще ночью. В самом конце мы, конечно, вернулись туда и проверили. Думаю, он сел в первый попавшийся экипаж, отъехал подальше к шляпнику, привел себя в порядок, купил шляпу и уже потом направился к банку. Во всяком случае, он разбудил управляющего и сказал, что ему внезапно понадобились деньги этой же ночью, после чего спросил, не может ли он получить часть суммы сразу. Управляющий ответил, что это невозможно. Даже если бы он захотел нарушить все правила, он все равно ничего не смог бы сделать. Дело в том, что несгораемая комната и все денежные ящики в ней запирались двумя разными замками, с двумя разными ключами. Один ключ был у самого управляющего, но без второго он был бесполезен, а второй находился у его помощника, который жил довольно далеко за пределами Лондона. Для таких банковских отделений это обычная мера предосторожности. Утром и вечером все открывают и закрывают только вдвоем, управляющий и его помощник. И скажу тебе, Брэд, я уверен, что только это обстоятельство удержало Мейса от попытки применить к управляющему один из своих гипнотических фокусов. А если бы он попробовал, мы получили бы крупное ограбление банка, а возможно и кое-что еще гораздо хуже. Убийство. Это слово я произнес тише, потому что после всего увиденного оно уже не казалось преувеличением. Убийство с помощью жгута возможно, а возможно и другим оружием, но так или иначе почти наверняка с участием красного треугольника. Ты, конечно, знаешь, да я, кажется, уже говорил тебе, что для первого гипнотического воздействия в большинстве случаев нужно согласие самого человека, хотя бывают и исключения. Я говорил и другое. Опытный гипнотизер, пока человек находится под влиянием первого опыта, может внушить ему слово, формулу или даже безмолвный знак. После этого такой знак будет снова подчинять человека в любое время. Стоит только гипнотизеру повторить его. Именно так, по всей видимости, произошло с мистером Телфером в деле о шифре Адмиралтейства. Первое внушение не так трудно устроить, как может показаться, достаточно немного времени, доверия и убеждения. О гипнозе, конечно, никто не скажет ничего. Скорее заговорят о каком-нибудь небольшом физическом опыте, о проверке нервов или о чем-то столь же невинном. А затем проходит 1-2 минуты, и человек уже во власти этого существа, быть может, навсегда. Вспомни маленькую церемонию посвящения, на которую этот негодяй пытался уговорить тебя. Брэд, это и был гипноз, а возможно и смерть. Но все это пока только предположение. Вернемся к тому, что нам известно наверняка. Мейс понял, что ключей, находившихся в самом банке, недостаточно, чтобы добраться до его денег, даже если бы строгие банковские правила позволяли обналичивать чеки ночью. Управляющий, желая помочь новому клиенту, предложил другое решение. Возможно, кто-нибудь из соседних торговцев согласится обменять чек на наличные. С этой мыслью он проводил Мейса до лавки мистера Айзека Тринамана, бакалейщика и торговца сырами, у которого был довольно большой магазин на углу улицы. Мистер Тринаман, после представления и заверения управляющего, согласился выдать мистеру Мейсу столько наличных, сколько найдется в кассе. В итоге он дал ему 27 фунтов, а взамен получил чек на ту же сумму, выписанный уже на одном из собственных бланков торговца. Когда это было сделано, новый очаровательный клиент банка поблагодарил, извинился за беспокойство и удалился, но при этом унес с собой 2 чистых чековых бланка из книжки мистера Тринамана. За эти бланки он, надо отдать ему должное, самым аккуратным образом заплатил несколько пенсов через прилавок. Он объяснил, что своих чековых бланков при себе не имеет, а эти могут пригодиться, если ночью ему попадется знакомый, способный дать нужную сумму наличными. И вот, закончив это дело настолько ловко, насколько позволяли обстоятельства, этот прелестный новый клиент банка исчез в темноте. И это все, что вам удалось узнать о его движениях? Пока да. Похоже, что управляющему он не дал никакого ясного объяснения, почему деньги понадобились так срочно. Он только сказал, что случилось нечто, из-за чего наличные стали необходимы немедленно, и вообще держался очень вежливо, почти извиняющимся образом. Управляющий решил, что дело, вероятно, связано с игрой. Ему показалось, будто Мейс намекнул на что-то подобное, но полной уверенности у него не было. А вы спросили про адрес, который он оставил в банке? Разумеется, но здесь мы ничего нового не получили. Управляющий не смог точно вспомнить адрес,
А банковские книги, конечно, были заперты, хотя в сущности мы уже знаем, какой адрес он мог указать. Он помнил только, что это был какой-то конторский адрес, где-то возле Барбикана, а значит, мы снова возвращаемся к логову, откуда Мейс только что ускользнул. Сейчас я отправляюсь туда вместе с Пламером, чтобы посвятить целый день самому тщательному осмотру каждого угла. Тем временем за банком в Холлауэе установят наблюдение. Вы действительно думаете, что после всего этого он рискнет снова приблизиться к банку? Едва ли. Он понимает, что к этому времени мы уже должны были найти чековую книжку и поставить людей у банка. Но остается небольшой шанс, очень слабый, что он пошлет туда сообщение или отправит кого-нибудь обналичить чек. Я не слишком на это рассчитываю. Он не дурак. Напротив, в своем роде он почти гений, а такой ход был бы ошибкой. И все же он смел. Его деньги находятся именно там, и он может рискнуть ради них внезапным броском. Поэтому двое людей Пламера будут ждать сегодня утром в кабинете управляющего, и если кто-нибудь явится от Мейса, его задержат. Возможно, тебе стоит быть вместе с ними, Брэд. Со мной ты сейчас мало чем поможешь, а работа у Барбикана будет скучной и грязной. Зато в банке у тебя может появиться шанс на настоящее происшествие, и если что-нибудь случится, ты сможешь сразу приехать и доложить нам. Кто знает, может быть, именно тебе удастся схватить самого Мейса. Разумеется, я поеду куда скажешь, особенно если там есть хоть малейший шанс снова выйти на след Мейса. Вам, наверное, уже передали ночью, что Петраль сказал о каком-то своем деле и ушел. Да, передавали, и, признаться, я этому не огорчен. Слишком опасно держать рядом человека с такой горячей кровью и с такими страшными обидами в памяти. Если мы словим Мейса, не равен час, следующим нам пришлось бы хватать уже Петраля за то, что он выстрелил в него или сделал что-нибудь подобное. Так что я не жалею, что он на время исчез из этой истории. Но ты можешь выйти сейчас. Пламер ждет у меня в конторе, а двое его людей сидят в кебе у дверей. Банк открывается в 9, а до Апер-Холлауэя еще нужно добраться. Я схватил шляпу и поспешно приготовился к выходу, потому что в такие минуты с Хьюитом спорить было не только бесполезно, но и совершенно неразумно. И еще одно. Держи глаза открытыми не только в банке, но и по дороге туда, а потом и на обратном пути. Помнишь, как следили за бедным Мейсоном? Так вот, сейчас тоже почти наверняка кто-то наблюдает. И прошлой ночью, пока мы с Пламером ехали к банку и возвращались обратно, у меня было сильное ощущение, что за нами внимательно следят. Двое людей Пламера в штатском и я добрались до окрестностей банка примерно за четверть часа до открытия, а может быть даже немного раньше. Кэб мы отпустили на некотором расстоянии от нужного места, а дальше пошли поодиночке, чтобы не привлекать внимания и не выглядеть одной группой. Поэтому нам было нетрудно проскользнуть внутрь отдельно, вместе с дюжиной или 1,5 десятком банковских служащих, которые один за другим приходили на работу. Мы сразу прошли в кабинет управляющего, дверь которого выходила в пространство для посетителей, прямо перед банковской стойкой. Из этого кабинета через стеклянную перегородку было видно все внешнее помещение банка, а нас самих оттуда заметить было гораздо труднее. Управляющий, мистер Блокли, быстрый и умный человек лет 36, предложил нам стулья и показал, как лучше наблюдать за стойкой, оставаясь при этом незамеченными. Если пришлют письмо, его, разумеется, принесут сюда, ко мне, и тогда я сам введу посыльного в кабинет. Если же будет предъявлен чек от Мейса, я уже предупредил кассира, чтобы он как бы случайно сдвинул локтем с письменного стола вон ту большую конторскую книгу. Это будет вашим сигналом, а дальше вы сможете действовать так, как сочтете нужным. Боюсь, больше я ничем помочь не могу, но если он или его человек появится у стойки, вы получите знак сразу. Мы заняли свои места и стали ждать. В первые минуты после открытия банка каждый звук казался слишком громким. Скрип пера, шаги служащих, легкий звон монет за стойкой, даже движение за стеклянной перегородкой – все это сливалось в странное ожидание, будто само помещение знало, что первым посетителем будет необычный клиент. Я был почти уверен, что если Мейс вообще решится кого-нибудь послать, он сделает это рано утром, по причинам слишком очевидным, чтобы их объяснять. И я не ошибся.
потому что самым первым клиентом банка оказался именно наш человек. Он вошел быстрым, уверенным шагом едва ли через минуту после того, как управляющий закончил говорить. Я сразу вспомнил, что видел этого человека на углу улицы. Когда шел к банку, он стоял там и, казалось, просто ожидал начала рабочего дня. Это был хорошо одетый, довольно щеголеватый мужчина в сюртуке и высоком цилиндре, с видом человека, который привык держаться спокойно при любых обстоятельствах. Он вынул из кармана бумажник, выбрал среди бумаг один чек и подал его под проволочную решетку банковской стойки. Кассир взял чек, перевернул его и машинально потянулся к книге на столе, словно собираясь внести сумму в запись. В это мгновение его локоть коснулся тяжелой конторской книги, той самой, на которую заранее указал нам мистер Блокли, и книга с грохотом упала на пол. Кассир спокойно заложил перо за ухо и нагнулся, будто хотел поднять книгу, но еще до того, как он успел это сделать, оба человека из Скотленд-Ярда уже вышли из-за стойки. Они подошли к незнакомцу с двух сторон так тихо и уверенно, что тот оказался между ними, прежде чем успел понять, как изменилась обстановка. «Позвольте взглянуть на этот чек. Будьте добры». Кассир повернул чек лицевой стороной к нему. «Ага, именно так. 100 фунтов и подпись Мейса. Придется вам пройти с нами, если не возражаете. По этому чеку требуется некоторое объяснение». Я вышел из кабинета управляющего следом за двумя сыщиками и увидел, что один из них уже положил руку незнакомцу на плечо, а другой взял его за противоположную руку. «Постойте-ка, да это же Броуди Симс». «Ладно, понял, меня взяли. Шум поднимать не стану и пойду спокойно». Но в тот самый миг, когда он это сказал, я заметил, как его свободная рука скользнула назад и бросила в сторону скомканный клочок бумаги. Один из полицейских тоже успел увидеть это движение, проследил взглядом за бумажкой и заметил, как я быстро поднял ее с пола. «Правильно, сэр, берегите эту бумагу, а мы возьмем кэп на случай, если у нашего приятеля случайно выпадет еще что-нибудь, просто выворачиваем карманы, Броуди, вот и все». Я расправил клочок бумаги и с удивлением увидел на нем ряд цифр, разбитых на группы по 8, почти такой же, какой был найден в шифрованном сообщении по делу о рычажном ключе. Это была огромная находка, тайное послание, которое мог прочесть Хьюитт, а при небольшом времени, как я уже понимал, мог прочесть и я сам. Более того, вполне возможно, что именно этот скомканный клочок бумаги однажды отправит Мейса на виселицу. Я отвел одного из сыщиков немного в сторону, пока второй продолжал крепко держать Броуди Симса, и сказал, что эта бумага чрезвычайно важна, гораздо важнее самого чека. Это было шифрованное сообщение, которое мистер Хьюитт сможет прочесть, да и я сам, если у меня будет немного времени, поэтому, если сыщикам нужно забрать бумагу с собой, я прямо сейчас сделаю копию. «Видите ли, сэр, мы за это отвечаем, так что, думаю, бумагу придется взять нам, но если вы можете быстро переписать ее, тогда, пожалуй, так и сделайте». Хорошо, это дело нескольких секунд. Вы можете увести своего человека, а я с копией сразу отправлюсь к мистеру Хьюитту и инспектору Пламеру. С этими словами я быстро переписал шифрованное сообщение, не задерживаясь на лишнем, потому что в тот миг каждая минута могла стоить нам очень дорого. На бумаге стояли длинные ряды цифр, разбитые на одинаковые группы, и с первого взгляда было ясно, что передо мной тот же самый способ шифровки, который Хьюитт уже объяснял мне в деле о рычажном ключе. Я только успел спросить управляющего, не тот ли это чек, который накануне вечером Мейс получил у мистера Тринамана, и мистер Блокли подтвердил, что так оно и есть. После этого я оставил полицейских с их пленником, вышел из банка и поспешил к ближайшей стоянке кэбов, почти не сомневаясь, что это послание содержит приказ Мейса человеку, которого только что задержали. Пока кэб неторопливо катил в сторону Барбикана, я занялся расшифровкой, вспоминая способ хода шахматного коня, о котором Хьюитт говорил мне раньше. Я заменил цифры буквами, разложил их по клеткам воображаемой шахматной доски и стал читать сообщение тем самым ломаным ходом, который когда-то дал нам ключ к прежней тайне. Вскоре из бессмысленного ряда цифр проступила ясная фраза. «Быть ночью, в 12, у руин в Ченнел-Марш, ждать в холле дальнейших указаний, пароль, финал». Общее значение было достаточно понятно. Человек, которого полицейский назвал Броуди Симсом, должен был в полночь явиться в какое-то место под названием Ченнел-Марш,
вероятно, к разрушенному зданию, и ждать там новых распоряжений. Скорее всего, эти распоряжения касались того, куда доставить 100 фунтов, которые он должен был получить в банке. Последние слова, пароль, финал сначала показались мне менее ясными, но я решил, что именно слово «финал» должно служить шифровкой для встречи двух посланцев Мейса. И, как я думаю теперь, в этом я не ошибся. Я уже почти добрался до места и все еще обдумывал это сообщение, когда Кэб замедлил ход из-за уличной задержки у Барбикана, совсем рядом с трактиром «Компас». В этот момент меня окликнул мистер Виктор Пейтраль. Он быстро подошел к экипажу и поднялся на подножку. Я как раз собирался узнать, не находится ли мистер Хьюитт на месте, и если он там, спросить у него новости. Но я очень тороплюсь, и, возможно, вы сами сможете сказать мне, удалось ли что-нибудь узнать. Кажется, мы снова на следе. И я только что получил вот это. Теперь везу копию Хьюитту. С этими словами я показал ему перевод шифра и в нескольких коротких фразах объяснил, как сообщение попало ко мне. Это хорошо, значит, след все-таки не оборвался, и, быть может, мы наконец приближаемся к человеку, из-за которого все это началось. Если Ченнел Марш действительно имеет отношение к Мейсу, мистер Хьюитт наверняка поймет это быстрее нас. Я не знаю Ченнел Марш, а вы? Впрочем, мистер Хьюитт, вероятно, знает. Не стану вас задерживать, вижу, что вы спешите, но надеюсь, мы скоро снова увидимся. Он соскочил с подножки и исчез в уличной суете, а мой Кэб покатил дальше, сворачивая за угол возле Компаса. Я нашел Хьюитта и Пламера в той самой конторе, где накануне под видом переплетной мастерской впервые увидел Мейса лицом к лицу. Они уже почти закончили осмотр этой комнаты и всего, что в ней находилось, и вскоре собирались также тщательно приняться за скрытые помещения позади. Я передал Хьюитту свою копию шифрованного сообщения, приложил перевод и точно рассказал, как эта бумага оказалась у меня в руках. Мартин Хьюитт несколько минут изучал сообщение, потом откинулся назад и погрузился в тяжелую, неподвижную задумчивость. Я видел, как выражение его лица меняется не резко, а почти незаметно. Сначала это был интерес сыщика, нашедшего след, затем внутренняя тревога, а потом та особая холодная серьезность, которую я уже знал слишком хорошо. Так Хьюитт смотрел не на удачу, а на опасность, спрятанную внутри удачи, и чем дольше он молчал, тем сильнее я чувствовал, что принесенная мной бумага может оказаться не ключом к Мейсу, а дверью в комнату, где нас уже ждала ловушка. Пламмер тем временем вышел из комнаты через окно и спустился по лестнице, чтобы поговорить с людьми, стоявшими на страже внизу. Наконец Хьюитт поднял глаза. Брэд, это сообщение чрезвычайно важно. Возможно, так же важно, как ты сам предполагаешь. Но вместе с тем я думаю, что ты совершил большую ошибку в его понимании. Но я ведь не прочел же его неверно. Разве его можно расшифровать как-то иначе? Нет, ты не ошибся в чтении. Ты прочел каждое слово именно так, как его и следовало прочесть. Но само сообщение означает совсем не то, что ты о нем думаешь. Что же это тогда, если не настоящая инструкция Мейса своему человеку? Хьюитт положил бумагу на стол и посмотрел мне прямо в лицо, пристально и очень серьезно. Это ловушка. Ловушка, чтобы поймать меня, если только я не слишком высокого мнения о собственной важности. Я не сразу понял его слова. Еще минуту назад эта бумага казалась мне нашей удачей, а теперь выходило, что я сам принес Хьюитту приманку, приготовленную Мейсом. Ловушка. Но каким образом? Подумай сам. Зачем Мейсу отправлять сообщнику письменные инструкции? Мы знаем, на чем держится его власть над подчиненными, и знаем, что такая власть требует личного воздействия, личного приказа или заранее подготовленного внушения. Кроме того, чек вчера вечером был в руках самого Мейса. И еще важнее другое. Мейс прекрасно знает, что я умею читать этот шифр, и знает это уже давно. Иначе, как по-твоему, мы нашли облигации в деле о рычажном ключе. Он также знает, что у нас его чековая книжка и что нам известен его банк. Разве я не говорил тебе, что прошлой ночью за нами следили? Я почти уверен, Мейс уже знает главное. Чековая книжка у нас, банк под наблюдением, а шифр для меня больше не тайна.
В таких обстоятельствах он мог рискнуть свободой своего шакала, послав его в банк с отчаянной попыткой обналичить чек. Но, зная этот риск, он никогда не позволил бы ему явиться туда с настоящими сведениями при себе. И уж меньше всего он дал бы ему важную тайну, записанную тем самым шифром, который, как он знает, я читаю уже много недель. А теперь посмотри, как эта записка якобы скрывалась. На самом деле ее буквально поднесли тебе под глаза. Этот Броуди Симс хитрый мошенник. Полиция давно знает его как ловкого афериста и подделывателя векселей. Такой человек не избавляется от опасной бумажки, бросая ее прямо у тебя перед носом в ту самую секунду, когда его задерживают и все смотрят на него. Нет, он дождался бы удобного мгновения, а потом, скорее всего, сунул бы ее в рот и проглотил. А здесь он как будто нарочно сумел бросить бумагу так, чтобы ты ее заметил, причем сделал это с тщательно разыгранным видом тайны. Вот что произошло, Брэд. Этого человека послали обналичить чек почти без надежды на успех, потому что первым нашим шагом Мейс должен был ожидать именно наблюдение у банка в Апер-Холлоуэй. Если бы чек все-таки оплатили, тем лучше для Мейса. Он ничем особенно не рисковал бы и тогда мог бы подумать, как забрать остальную сумму. Возможно, после удачной проверки он даже сам явился бы в банк, чтобы получить деньги уже без большого риска. Но если Симса задержат, а Мейс, уверен, именно этого и ожидал, что тогда? Он теряет только дешевый чековый бланк, а Симса, хотя на самого Симса Мейсу, конечно, плевать, после обыска пришлось бы отпустить. Чек ведь подлинный, обвинить его почти ни в чем, но раз его наверняка будут обыскивать, ему и дали эту шифрованную записку, приказав сделать заметную попытку избавиться от нее. А записка написана шифром, который для Мейса уже не тайна, потому что он знает, что я читаю его почти как обычную печать. Для кого же она написана? Для меня. Я иду по его следу, и эта записка нарочно брошена мне на дорогу, открытая как дневной свет, но прикрытая видимостью тайны. Я для него опасный враг, он знает это, и вчера сам сказал тебе почти прямо. Если он уберет меня, у него появится передышка и шанс снова устроиться в безопасности. Назначение этой записки одно – заставить меня ночью, в 12, поехать одному в Ченнел-Марш, будто бы чтобы узнать, где найти самого Мейса. Там меня должны устранить, тихо и окончательно, так чтобы Мейс снова получил время скрыться. Убить каким-нибудь способом, которому, можешь не сомневаться, уже будут сделаны все приготовления. Мейс довольно верно судит о моем характере. Он понимает, что, если Симс не сможет явиться навстречу, я при таких обстоятельствах почти наверняка пойду вместо него. Назову пароль и попытаюсь узнать все, что смогу. И знаешь что, Брэд, именно это я и сделаю. Что, вы все-таки поедете, но нельзя же. Опасность слишком очевидна. Лучше мы поедем вместе. Хьюитт улыбнулся, но в этой улыбке не было ни беспечности, ни самоуверенности. Нет, Брэд, сейчас перед нами шанс взять нашего человека. И если мы превратим это в полицейское шествие, он исчезнет, прежде чем мы приблизимся к руинам. Какой бы способ для меня ни приготовили, пуля, нож, жгут или что-нибудь еще, я почти не сомневаюсь, что действовать будет сам Мейс. Ты, однако, пойдешь тоже, ты и Пламмер, по меньшей мере, но мы не двинемся толпой. Ты будешь следовать за мной и наблюдать внимательно, готовый помочь в нужную минуту. Ченнел-Марш – это пустое, темное место между двумя рукавами речки, Ли. Оно лежит среди болот Хакни, между Стратфордом и Хаммертоном, и мне кажется, что там есть заброшенный дом, хотя не припомню, чтобы когда-либо видел его сам. Ты знаешь это место. Нет, нисколько. Это название до сегодняшнего дня для меня почти ничего не значило. Значит, сегодня мне придется провести разведку и сделать это с большой осторожностью. Я, кажется, уже говорил тебе, что убежден, за нами следят, а в таком городе, как Лондон, невозможно полностью помешать слежке, если она ведется умело. Теперь, Брэд, утром ты справился очень хорошо, но если хочешь быть этой ночью на месте действия, ровно к 12, тебе придется получить разрешение у редактора, как твое запястье. Оно все еще было крайне неповоротливым и болезненно жестким. Я сказал Хьюитту, что ближайшие 2 или 3 дня едва ли смогу нормально держать перо. Отлично. Тогда отправляйся и передай свои извинения в редакцию,
как только сочтешь нужным. Я поговорю с Пламером, а потом возьму несколько часов для себя. Один. И что особенно важно, в чужой одежде. Весь вечер будь у себя в комнате. Можешь ждать сообщения. Остаток дня прошел для меня в беспокойном ожидании. Я пытался заниматься обычными делами, но мысли снова и снова возвращались к болотам, к поддельному сообщению и к человеку, который, возможно, уже готовил для Хьюита смерть. Когда вечер начал густеть за окнами, я уже не сомневался, что эта ночь решит все. В такие часы ожидание становится почти тяжелее самой опасности, потому что человек еще сидит в теплой комнате, но мысленно уже слышит воду, ветер и шаги на пустой тропе. В следующий раз я увидел Хьюита немного позже 9 вечера. Он вошел ко мне в комнату в таком странном виде, что при других обстоятельствах я, пожалуй, не сразу узнал бы в нем своего аккуратного и сдержанного друга. На нем были вельветовые брюки, очень грязная полосатая фуфайка, старая засаленная куртка и перекрученный шейный платок. Но поверх всего этого он надел превосходное пальто, а на голове у него красовался высокий цилиндр, вычищенный до безупречного блеска. Цилиндр и пальто принес Кирет. Он долго ждал меня с ними в одном дворе возле Милфорд-Лейн. Хорошая шляпа и приличное пальто способны прикрыть почти все, что угодно, а в этот дом я предпочел войти уже в собственном облике. С этими словами Хьюит вынул из кармана старую кепку с наушниками, связанными сверху. Вот это я носил днем. Тебе тоже не стоит надевать лучшие вещи, иначе испортишь их, пока будешь лазить по лодкам и ощупью пробираться по канавам. Свою долю канав на сегодня я уже получил, так что теперь переоденусь, а ты лучше надевай что-нибудь постарее, пока я буду переодеваться в более приличное. Что за место этот Ченнел-Марш? Думаю, в окрестностях Лондона найдется немало мест, где ночь можно провести приятнее. Это должно быть самая унылая и самая мокрая равнина на многие мили вокруг. И я бы с удовольствием посмотрел на человека, которому пришла мысль построить там дом. А дом там действительно есть. Вернее, то, что от него осталось. Руины стоят заброшенными уже много лет, и половину здания давно растащили крысы и люди, которым понадобились сланец, дрова или водопроводные трубы. И именно там вы собираетесь ждать этой ночью? Именно там. Я не осмотрел место так подробно, как хотел бы, потому что не желал раньше времени спугнуть добычу. Ченнел-Марш почти остров. У него есть только узкие проходы с двух концов. Через всю равнину идет тропа, и человек, находящийся в разрушенном доме, легко заметит любого, кто войдет на болото с той или другой стороны. Поэтому я вел разведку с лодки, той самой лодки, на которой вы отправитесь ночью. Должен сказать, более грязной старой посудины я, кажется, в жизни не видел, так что она отлично подходила к моему дневному наряду. Я нашел ее у пристани немного ниже по реке и заплатил шиллинг за аренду. С одной стороны, Ченнел-Марш немного прикрыт береговой насыпью, и я подкрался туда, держась под ее защитой. Узнал я не так много, кроме общего расположения места, потому что был предельно осторожен. Я решил, что лучше довольствоваться половиной разведки, чем спугнуть дичь прямо перед ночью. И все же у меня есть подозрение, что меня заметили. До темноты я лежал среди камыша, но потом уже почти не сомневался, что на болотах есть кто-то еще. И этот кто-то прятался так же, как и я, поэтому, подождав и немного понаблюдав, я оставил попытку и тихо отплыл обратно. Послушайте, Хьюит, все это начинает походить на безумие. Зачем рисковать собой так, как вы собираетесь? Вы считаете, что Мейс будет там, у руин, или придет туда к полуночи? Хорошо. Но почему тогда полиция не может отправить достаточно людей, окружить это место и взять его наверняка? Хьюит улыбнулся и покачал головой. Дорогой Брэд, ты еще не видел этого места, а я видел. Тебе и Пламеру будет трудно подобраться к руинам незаметно даже с проводником, который знает там каждый шаг. А толпа полицейских с топотом имела бы столько же шансов, сколько стадо слонов на открытом поле. В такие светлые ночи, как сейчас, их заметили бы за милю, и кто знает, сколько наблюдателей Мейс уже выставил вокруг. Нет, как я сказал, будет большой удачей, если вы втроем сумеете пройти незамеченными. Даже сейчас я не вполне уверен, что не поступил бы лучше, если бы пошел совсем один. Но приготовления уже сделаны, и вы идете со мной, все трое.
Тогда скажите, каков план, потому что идти туда вслепую нам нельзя. План такой. Сначала отсюда выйдешь ты. Доберись как можно быстрее до Мейленд-Гейт. Там посреди дороги стоит старый трактир. Встань у угла поворота напротив него, на южной стороне дороги. В 11 часов туда подъедет закрытый экипаж. Внутри будут Пламмер и один из его людей. Этот человек хорошо знает всю местность Ченнел-Марш и точно знает, где найти лодку, которой я пользовался днем. Вы доедете немного дальше Боу-Бридж, а потом человек Пламмера проведет вас к лодке. Лучше грести будешь ты, а остальные пусть смотрят по сторонам. Они будут знать, что делать, когда вы подойдете к месту наблюдения. Вы остановитесь там, откуда сможете увидеть, как я выйду на болото по тропе. Как только увидите меня, тихо пройдете дальше к месту, которое покажет полицейский. Это будет уже совсем близко к руинам, и там вы снова ляжете в наблюдение. Вот и все. Не знаю, считаешь ли ты нужным взять револьвер. Я, конечно, возьму, но у меня и вероятность воспользоваться им выше. У Пламмера револьвер тоже будет. Я решил, что револьвер в такой ночи совсем не будет лишним, и взял свой старый служебный Уэбли, оставшийся еще со времен моей добровольческой службы. Затем, воспользовавшись подземной железной линией, я добрался до района Мейленд и некоторое время бродил по ближайшим улицам, ожидая назначенного времени. Пламмер оказался даже слишком пунктуален. Его экипаж появился на 2 или 3 минуты раньше времени. Кэп подъехал к тротуару и почти не успел остановиться, и я быстро забрался внутрь. Хорошо, мы даже немного впереди. С мистером Хьюитом все в порядке. Да, 1,5 часа назад я оставил его в его конторе, и тогда он был совершенно спокоен. После этого мы сидели молча, пока Кэп грохотал и трясся по каменной дороге к Боу-Бридж. По пути лавочники уже закрывали ставни и гасили огни. От этого город казался не засыпающим, а будто медленно отступающим перед темной окраиной. Мы миновали Боу-Бридж, проехали еще немного, потом остановили экипаж и вышли. Здесь вперед выступил Стайлз, человек Пламмера, и через несколько минут мы свернули с дороги налево, в темный и грязный переулок. Мы с трудом пробирались по нему, вязли в грязи и молча шли примерно 150 ярдов, пока вдруг не свернули в какой-то проем справа. Там мы остановились на несколько мгновений, пока проводник осторожно спускался вниз, к мутной воде, которую мы скорее чувствовали по запаху, чем видели глазами. Под ногами оказались несколько разбитых ступеней, а рядом темнела широкая черная масса. Это была наша лодка. Мы забрались в нее как можно тише и отвязали канат. Лодка оказалась неуклюжей, широкой, старой и протекающей. Одного прикосновения к веслам хватило, чтобы понять, Хьюит ничуть не преувеличивал. Ночь то светлела, то снова темнела, потому что луна пряталась за облаками и время от времени открывала над болотами холодный тусклый свет. Мы поставили руль, Стайлз взял управление на себя, и это было весьма кстати. Иначе я, вероятно, не раз посадил бы нас на берег. Берега не всегда ясно отделялись от воды. Протока была узкой и темной. Каждое движение весел казалось слишком громким для такой ночи. Мы прошли мимо черных силуэтов нескольких фабрик с высокими трубами, потом выбрались к болотам, плоским, серым и местами прикрытым тонкими клочьями тумана. Так мы некоторое время двигались в полном молчании. Наконец лодка прижалась к левому краю протоки, и мы ухватились за столб у маленькой пристани. «Это Ченнел-Марш, говорите тише, отсюда дом плохо видно, но мистер Хьюит должен выйти вон там, у тропинки». Мы выглянули поверх низкого берега и различили тропу, которая пересекала болото вдоль, входя на них через сломанные ворота у узкого перешейка. Мы, должно быть, прошли мимо этого места по воде, пока добирались сюда. Теперь мы пригнулись за низким берегом и стали ждать, стараясь даже дышать тише. До полуночи оставалось совсем немного, где-то вдали часы пробили половину, а потом время словно остановилось. Каждая минута тянулась мучительно долго, и все вокруг казалось слишком неподвижным. Наконец, над туманной равниной прозвучали удары четверти перед полуночью. Они были далекие, тонкие и печальные, будто сама ночь предупреждала нас о беде. Четверть часа. Насколько я знаю мистера Хьюита, он не придет ни на минуту позже и ни на минуту раньше. Сколько ему идти от тех ворот до руин?
Минут 8 или 9, и если идти хорошим шагом, если он вошел на тропу вовремя, мы скоро должны его увидеть. Значит, ждем еще 6 или 7 минут, и ни один из нас не дергается без нужды. Эти последние минуты были тяжелее всех прежних. Вода тихо шумела волнами, где-то в камышах плеснула крыса, а луна то открывала руины, то снова прятала их за тонкими облаками. Несколько раз мне казалось, что со стороны дома доносится осторожное движение, но каждый раз я не мог понять, слышу ли я настоящий звук или только собственный страх. Наконец, звук действительно послышался, но пришел он не от руин, а с противоположной стороны. Через мгновение мы увидели Хьюита. Он шел по тропе быстрым уверенным шагом, с поднятым воротником, плотно закутанный у шеи. Он двигался так спокойно, будто направлялся не в ловушку, а на обычную встречу. Мы со всей возможной быстротой и тишиной снова добрались до лодки. Я начал грести изо всех сил, почти не обращая внимания на больное запястье. Еще во время первого ожидания я успел понять мудрость плана Хьюита. Мы наблюдали из места, хорошо скрытого от руин, но достаточно близкого к ним. Это позволяло подойти почти одновременно с Хьюитом. Если за ним действительно следили, внимание наблюдателя должно было быть приковано к нему, а не к нам, пока мы скользили в лодке у самого берега. Вскоре мы достигли зарослей камыша, о которых говорил Хьюит. Там я различил что-то вроде узкой заводи или маленького заливчика. Я перестал грести, а Стайлс осторожно подтолкнул лодку одним веслом, направляя ее внутрь почти без звука. Лодка мягко села в грязь, и мы один за другим выбрались на берег. Мы пробирались через ил, осоку и мокрую траву. Когда мы осторожно выглянули из-за низкого бугра, разрушенный дом оказался прямо перед нами. Он был так близко, что эта близость почти испугала меня. Когда-то это, должно быть, был большой дом, если только его вообще успели достроить до конца. Теперь он стоял без крыши, без окон, с ободранными стенками. Целые участки кирпичной кладки давно обрушились на землю вокруг. Черный провал передней двери был ясно виден в лунном свете. Перед ним торчали короткие разбитые ступени, а сбоку тяжелая деревянная подпорка удерживала переднюю стену. Дом казался пустым и мертвым, но именно эта тишина делала его еще опаснее. Теперь, уже совсем близко к руинам, мы снова увидели Хьюита. Он все так же быстро и прямо направлялся к разрушенным ступеням, он не мог нас видеть и даже не пытался искать взглядом. Хьюит сразу подошел к входу, поднялся по ступеням и остановился на самой верхней. Он стоял там всего мгновение, но мне показалось, что это мгновение вытянулось в целую вечность. Я понял, что теперь уже никто не успеет остановить его, если ловушка сработает в следующую секунду. Все зависело от одного его шага, от того, куда он поставит ногу и что заметит в последнюю секунду. И от того, окажется ли человеческая осторожность быстрее чужой, заранее приготовленной смерти. Затем Хьюит чиркнул спичкой, и на короткое мгновение вспыхнувший свет выхватил из темноты довольно большой холл, голые балки и стены, давно лишенные штукатурки. Потом спичка погасла, и Хьюит шагнул внутрь. Почти в тот же миг раздался сильный треск, потом посыпались кирпичи, и вдруг грянул такой страшный удар, что земля подо мной будто дрогнула. И в то же мгновение я увидел, как Хьюит вылетел обратно через переднюю дверь. Он словно выпрыгнул из облака пыли, щепок и падающей штукатурки. Я вскочил на ноги, но Пламмер тут же схватил меня и потянул обратно вниз. Тише, ниже к земле, он не ранен. Подождем и посмотрим, прежде чем выдавать себя. Похоже, верхний пол обрушился как раз там, где мгновение назад стоял Хьюит. После прыжка он приземлился на руки и колени, но уже поднялся и стоял лицом к дому. Держа револьвер наготове, наступила короткая пауза. Из верхней части руин донесся осторожный звук движения, потом снова стало тихо. И вдруг высоко справа, на стене, вспыхнул огонь и раздался резкий выстрел. Хьюит одним движением бросился за тяжелую деревянную подпорку. Почти сразу второй выстрел ударил вслед за ним, прочертив белую полосу по массивному брусу. Пламмер вскочил первым, а мы со Стайлзом бросились за ним. Вон он наверху, на гребне стенки. Я выхватил свой револьвер. Не стрелять. Мы возьмем его живым.
Далеко справа, на самом верхнем краю передней стенки, я увидел пригнувшуюся человеческую фигуру. Она поднялась на колени и снова вскинула руку, целясь в Хьюита, но в тот же миг, с внезапным криком, из-за гребня стенки появилась другая человеческая фигура. Она бросилась на первую, на высоте, в лунном свете, на самом краю разрушенной кладки, они сцепились между собой. Это длилось всего мгновение, потом гнилая верхушка стенки не выдержала. Кирпичи осыпались, и обе фигуры рухнули вниз вместе с ними. Мне стало дурно, и на мгновение я даже забыл, что держу в руке револьвер. Я могу объяснить свое чувство только так. Никогда прежде я не видел ничего, что падало бы так долго, как эти два человека с вершины разрушенной стенки. Казалось, само время растянулось между небом и землей, пока они летели вниз вместе с кирпичами, пылью и обломками старой кладки. Потом раздался ужасный удар, оба тела рухнули на неровную землю, и в ту же секунду от сотрясения снова выстрелил пистолет, словно сама смерть еще раз подала голос среди руин. Мы в несколько широких шагов добежали до них и перевернули обоих. Они лежали безвольно, неподвижно, с лицами, на которых уже не оставалось ни ярости, ни воли, ни той страшной силы, что мгновение назад держала их на вершине стенки. И тогда мы увидели то, от чего у меня холод прошел по спине. Один из них был Мейс, а другой – Виктор Пейтраль. После этого уже не было смысла соблюдать тишину. Пламмер громко и долго засвистел в полицейский свисток, а я поднял револьвер и начал стрелять в воздух, один выстрел за другим, пока ночная пустошь не наполнилась тревожным эхом. Стайлс сорвался с места и побежал по тропе к городским огням, чтобы привести любую помощь, какую только сможет найти. Но даже тогда мы сомневались, что какая-либо помощь уже сможет спасти Мейса. При падении Мейс оказался снизу и принял на себя самый страшный удар, ударившись о небольшую груду кирпичей. Теперь он лежал без сознания, тяжело дыша, с ужасной раной на затылке. Хьюит сразу сказал, и позднее врач подтвердил его слова, что у Мейса, скорее всего, сломан позвоночник. Пейтраль, напротив, тоже был без сознания, но на первый взгляд не имел таких страшных повреждений. Незадолго до приезда врача он тяжело вздохнул и повернулся на бок. Этот слабый признак жизни показался нам в ту минуту почти чудом. Сначала появились полицейские, потом, спустя некоторое время, прибыл наскоро одетый хирург. За ним приехала и санитарная повозка. Мейса увезли в больницу. Пейтраля же после долгого растирания и небольшой порции бренди удалось привести в себя настолько, что его с поддержкой провели через болото к Кэбу. Ловушка, которую приготовили для Хьюита, оказалась простой, но страшно действенной. Верхний пол над холлом и без того был рыхлым, прогнившим и местами разрушенным, но Мейс превратил эту ветхость в орудие убийства. Балки под полом были подпилены, а сверху на слабый настил навалили битый кирпич и камень, так что над входом висел огромный груз, готовый рухнуть в любую секунду. Вся эта тяжесть держалась на одной опоре, а сбоку был устроен рычаг. Достаточно было дернуть его с нужного места, и подпорка уходила из-под балки. Тогда все должно было обрушиться прямо на человека, который вошел бы в холл и остановился там, как было сказано в поддельном сообщении. И только первый толчок балки, вместе с осыпавшимися кирпичами, предупредил Хьюита настолько рано, что он успел прыгнуть наружу почти в тот же миг, когда пол рухнул вниз. Внезапное появление Пейтраля, когда мы позже смогли спокойно обдумать случившееся, объяснило нам хотя бы часть той слежки, которой подвергался Хьюит. Позднее сам Пейтраль подтвердил наши догадки, когда оправился от удара и снова смог рассказать все по порядку. Новые сведения о враге вновь разожгли в нем старую боль и ярость, и хотя один он едва ли мог найти Мейса, он был готов позволить Хьюиту выследить его, лишь бы в конце самому добраться до этого человека. Так объяснялось и то дело, ради которого Пейтраль ушел после захвата логова у Барбикана. Поняв, что Хьюит и Пламмер говорят с ним не слишком откровенно и как будто отстраняют его, он решил действовать самостоятельно. С того момента Пейтраль следил почти за каждым движением Хьюита, потому что был уверен. Рано или поздно тот приведет его к старому врагу. То, что я рассказал ему о шифрованном сообщении, заставило его еще днем разыскать Ченнел-Марш. А к полуночи он вернулся туда снова, потому что, как и я в тот момент,
считал сообщение настоящим приказом Мейса к Симсу. Он пришел на место встречи, совершенно не зная, что задумал Хьюитт, и надеялся лишь услышать что-нибудь, что укажет ему путь к Мейсу. После наступления темноты Пейтраль вошел на болото с верхнего конца и спрятался у другой протоки, а ближе к полуночи подкрался к задней стороне руин. Затем он взобрался туда, где пролом в стене, как ему казалось, давал удобное место для подслушивания, надеясь услышать все, что будет происходить в холле. Он услышал, как Хьюитт подошел к дому с передней стороны, затем услышал страшный обвал, а все остальное мы уже видели сами. На этом ночная часть происшествия закончилась, но окончательная точка была поставлена уже в больнице. Мейс так и не пришел в сознание, и когда на следующий день мы приехали в больницу, он уже был мертв, череп и позвоночник оказались слишком страшно повреждены при падении. И последним, что мы увидели от красного треугольника, стало орудие, которому этот знак наносился на жертв. Его нашли в кармане Мейса. Это была небольшая треугольная призма из камня, который, кажется, называют мыльным камнем, около 4 дюймов длиной. Торец этой призмы точно соответствовал тому знаку, который Хьюитт видел на лбу мистера Джейкоба Мейсона. Призма плотно входила в кожаный футляр, а в конце футляра находилась маленькая квадратная металлическая коробочка с красной жирной краской, той самой, которой Мейс составлял свой страшный знак. Теперь мы впервые увидели красный треугольник не просто как знак на мертвом лице, а как настоящее орудие власти. Это была не эмблема и не прихоть преступника, а ключ, которым Мейс открывал чужую волю и запирал ее уже изнутри. Точное назначение этого предмета мы узнали от Броуди Симса, хотя сначала он не желал говорить ни слова. Он заговорил только после того, как собственными глазами увидел Мейса мертвым в больничном морге. Значит, все кончено. Для меня это конец чего-то хуже рабства. И если после такого я не заживу честной жизнью, значит, мне уже ничто не поможет. Рассказ Симса был долгим, и многое в нем не относится прямо к приключениям Хьюитта, но главное стало ясно почти сразу. Мейс имел обыкновение встречать ловких преступников сразу после того, как они выходили из тюрьмы. Так он встретил и Симса. Сначала давал большие обещания, говорил о крупных замыслах, потом одалживал деньги и постепенно привязывал человека к себе. Затем наступало то, что Мейс называл посвящением. Симса усаживали в кресло, заставляли откинуться назад и смотреть на красный треугольник. Треугольник медленно опускался все ниже, Симс чувствовал сонливость, а когда холодный камень касался его лба, сознание исчезало. Это повторялось не один раз, пока жертва не начинала понимать, что Мейсу стоит лишь поднять перед ней красный треугольник, и сон наступит мгновенно. Так начиналось полное подчинение, после которого человек уже выполнял некоторые приказания, хотел он этого или нет. Но деньги были не самым страшным. Несчастный постоянно жил в ужасе, потому что знал, его жизнь зависит от одного движения рукой хозяина. Мейс мог жестом погрузить его в мертвое оцепенение и убить в этом состоянии. И, как мы уже видели, по меньшей мере в 2 случаях именно это и произошло. Симс был только одним из целой шайки таких преступников, сломленных, поставленных на колени и превращенных в орудия. Их ум, их воля, а если угодно и душа, переходили во власть этого негодяя. Страх лишь усиливал то, что начиналось с гипноза. Они совершали преступления, и если терпели неудачу, наказание падало на них. Если же преступление удавалось, выгоду забирал Мейс, всю или, по крайней мере, большую ее часть. Он искал не только готовых преступников, но подходил и к людям, которые еще не перешли черту, постепенно толкал их вниз и обращал их падение в собственную прибыль. Таков был случай Хеннинга, конторского служащего, который уже попадал в поле зрения Хьюитта. Свою страшную способность Мейс использовал и другими способами, с большой хитростью, как мы видели в деле о шифре Адмиралтейства. Среди его людей даже говорили, что человека, однажды подвергшегося его гипнозу, он мог внушением довести до самоубийства, особенно если тот становился бесполезным или опасным. После смерти Мейса мы смогли точно установить только 2 членов его шайки. Одним был Броуди Симс, другим – оборванец, который заманил меня в логово Мейса у Барбикана. Но нет сомнения, что многие другие в тот день тоже почувствовали освобождение. Я искренне надеюсь,
Хотя не могу сказать, что вполне уверен, что все они воспользовались этой свободой и оставили прежнюю дорогу. Во всяком случае, двое известных нам людей действительно так и поступили и взялись за честную работу. Теперь стало ясным все, что оставалось загадочным в прежних делах. В первом деле о бриллиантах Сэмюэла, Дэнсон был помещен Мейсом в ту самую контору, где его обнаружил Сэмюэл, и цель была проста – кража бриллиантов. Кража удалась, но несчастный Дэнсон попытался бежать с добычей сам. Возможно, он был тем, кого называют трудным объектом для гипноза. Прямому воздействию он поддавался достаточно, но внушение после гипноза удерживалось в нем не так прочно, как нужно было Мейсу. Он спрятал драгоценности, изменил внешность и надеялся исчезнуть. Но Мейс наблюдал за ним гораздо лучше, чем Дэнсон предполагал. Бриллианты были потеряны, зато Дэнсона нашли и убили, вероятно. Это случилось не в убежище у Барбикана, а ночью на какой-нибудь пустой улице. Драгоценностей при нем не оказалось. Тогда тело, все еще с печатью красного треугольника, ночью перенесли в людное место в центре Лондона и оставили там. Мейс, вероятно, рассчитывал, что такой дерзкий пример, о котором громко напишут газеты, произведет нужное впечатление на всех его помощников. Они прекрасно понимали значение красного треугольника. И перед ними появилось наглядное предупреждение, что ждет всякого, кто вздумает обмануть Мейса или выйти из повиновения. Деньги и часы оставили в карманах, потому что после потери бриллиантов на 15 тысяч фунтов это были сущие мелочи. К тому же их присутствие делало убийство еще менее понятным. А значит, для Мейса это было еще одним выигранным ходом. Что касается ключей, Мейс не знал, где Дэнсон спрятал бриллианты, и потому не мог ими воспользоваться. Да и где он стал бы их применять? Дэнсон уже покинул свое жилье, а контора, как Мейс должен был догадаться, после жалобы Сэмюэла окажется в руках полиции. Как это дело повлияло на единственного честного человека из круга Мейса, я уже рассказывал в истории мистера Джейкоба Мейсона. Он еще не был полностью в руках Мейса, но уже, как сам потом с раскаянием признался, слегка прикоснулся к этому темному миру. Мейс уже успел найти ему применение, а значит, Мейсон стал опасен, и конец его наступил быстро. Еще одной жертвой, которая, вероятно, тоже начинала вполне невинно, был Хеннинг, служащий фирмы Кингсли, Белл и Далтон. Его смерть в сарае на Пенсмёдоу оставила загадку, которую уже никогда нельзя будет разрешить окончательно. Было ли это убийство или самоубийство, совершенное под действием внушения после гипноза, уже невозможно сказать наверняка, но нужно помнить, что пожар в сарае вспыхнул уже после того, как Мейс покинул это место. Дело мистера Телфера Хьюитт объяснил достаточно ясно еще тогда, но оно остается примером того, какие сети могут ожидать даже совершенно невинного человека. Особенно если он позволяет подвергнуть себя гипнозу в руках того, кого по-настоящему не знает и не понимает ни целей этого человека, ни той власти, которую сам отдает в чужие руки. И стоит помнить, что даже сейчас находятся люди, которые предлагают обучать гипнозу любого, кто готов заплатить. Любого, даже того, кто потом станет использовать эту страшную силу, как ему вздумается. Опасность настолько велика, что двое выдающихся ученых уже выступили с публичным предупреждением и просили ограничить практику гипноза законом. По их мнению, надзор здесь должен быть не слабее, чем в тех областях науки, где человек получает власть над живым существом и может причинить ему страдания. Что случилось бы, если бы мы с Пламером уступили угрозам Мейса и согласились на предложенное им посвящение, когда были беспомощны в его руках, я почти не сомневаюсь. Не думаю, что он стал бы тратить на меня много времени после того, как я впал бы в оцепенение. Когда Хьюитт ворвался в логово, он, вероятно, нашел бы меня уже мертвым, с красным треугольником на лбу. По крайней мере, для Мейса это избавило бы все дело от лишнего шума и борьбы. Но иногда я все же думаю о другой его фразе, о том месте за морем, где он, по его словам, мог бы сделать меня великим человеком, если бы я подчинился его воле. Может быть, он действительно мечтал накопить достаточно богатства, вернуться туда и занять свое естественное место среди просвещенных правителей Гаити. Не знаю, но, пожалуй, он был бы там не намного хуже некоторых других. И все же страшнее всего в нем было не то, кем он хотел стать за морем, а то,
кем он уже успел стать здесь, среди улиц Лондона, где люди исчезали, подчинялись и умирали по одному его знаку. Так закончилась история Красного треугольника, история человека, который хотел сделать страх своим законом, а чужую волю своим оружием. В ту ночь среди болот Ченнел-Марш оборвалась последняя нить его темной сети, а имя Мейса осталось лишь предупреждением о том, какой страшной может стать человеческая воля, если она служит злу.